Рада приветствовать всех на своем канале. Зовут меня Алена, и сегодня я хочу вам снять все свои оформленные работы, которые у меня есть на данный момент в доме. Это было, конечно, сделать непросто, но постараюсь сейчас собрать, поснимать все картины со стен и показать вам каждую в отдельности. У меня набралось 44 работы, если я уже, в принципе, могла избиться со счета, но, по-моему, 44 картины это те, которые оформлены у меня на данный момент, находятся у меня в моей квартире. Начну вам показывать свои более ранние работы. Этот щенок вышит по набору РТО. Это самые такие первые наборы, которые появлялись у нас в магазинах. То, что можно было более-менее такое интересное найти. Вот у меня был такой щенок. РТО набор еще я покупала один из первых дельфины, но они у меня оформлены и подарены. И вот такой вот щенок. Вышивался он не так уж и просто. В принципе, он у меня как-то отшился в несколько этапов. Вышила я сначала половину работы, и потом долго он у меня лежал, наверное, несколько лет. И потом, в общем-то, за неделю я закончила и оформила. Покупалась обычная стандартная рамка. И это паспорту также вырезали мы сами. Вот и получился такое вот самое обычное оформление. Пока не собираюсь переоформлять. Пусть так и будет. Меня все устраивает. Этот чудесный щенок отшивался по подбору. Всем известный сюжет от компании Дим. Отшивался нитками DMC. Очень легкий в отшиве. Я его отшивала как раз, когда у меня только родилась дочка. Это был 2011 год. Ничего сложного. Оформляла я сама. Заказывала отдельно паспорту и раму. Классный сюжет. Он мне очень-очень нравится. Следующий сюжет отшивался по оригинальному набору компании Дим. Оформлялся в обычную стандартную раму из супермаркета. Пока переоформлять не планирую. Меня все устраивает. Очень классный сюжет. Для того, чтобы оформить в стандартную раму, мне не хватало буквально каких-то там по полсантиметра. Вот снизу и с этой стороны. И я вышивала сама. Вот это дерево продолжила, так как оно заканчивалось вот здесь вот. Было пространство не зашитым. Я продолжила эту ветку. И вот здесь вот также сама дополнила низ дерева. И у меня чудесно все получилось. Пошла работа идеально. Так что меня все устраивает. Классный очень кот. Очень нравится моей дочери. Следующая оформленная работа. Вышивала по оригинальному набору от компании Дим. Этот набор мне удалось на Амазоне купить за $4, чему я очень довольна. И раньше у меня такая возможность была покупать наборы Дим с Амазона через посредника. Сейчас, к сожалению, такой возможности нет. Этот набор вышивался легко, ничего сложного такого нет. Ну, немножечко, в общем-то, устала я от зашивки вот черным одним цветом. Фон, как бы рамочка, которая вышивается. Это было немножко, ну, так, утомительно. Здесь очень мелкая канва. Оформляла я эту работу в багетке. Оформление, на мой взгляд, мне нравится. В общем-то, выбирала из того, что было в багетке. Может быть, паспорту. Сейчас бы немножечко другого оттенка. Но тогда, в общем-то, все, что было в багетке, вот исходили
мы из выбора. Не особо большой был выбор паспорту. И вот так оформилась. Переоформлять не планирую, все меня устраивает. Работа эта очень нравится. Очередная оформленная работа от компании DIM. Также отшивалась по оригинальному набору. Очень мне понравился этот наборчик. Вышивается легко, несмотря на то, что 18-я канва. Я не очень люблю вышивать на мелком таком каунте, но очень классная, легкая работа, она небольшая. Оформление я заказывала в эпицентре. Нравится мне такое оформление, подходит к этой работе. Думала оформить в какую-то стандартную раму, но ничего такого подходящего я не нашла. И оформился этот котик в такую вот двойную рамку. Кажется, как будто здесь две рамы, но на самом деле она одна. Для того, чтобы не увеличивать работу, я не стала заказывать паспорту. И вот такой вариант меня вполне устроил. Следующая работа. Это также компания DIM. Отшивалась по оригинальному набору. Здесь печатный крест. Мне очень не понравилось вышивать по печатному кресту. Это такая ткань, на которой уже напечатан крест таким синим цветом. Наборы DIM, их достаточно много есть. Я отшивала таких два. Мне не понравилось. Я больше такие наборы покупать не буду. У меня есть один, еще не распечатанный, маленький, но я никак не могу набраться смелости, храбрости опять начать вышивать по такому печатному кресту. Не нравится мне. Сама работа очень нравится. Я ее вышивала в подарок мужу. Очень мне понравилось сам сюжет, и готовый результат также нравится, но сам процесс был такой не очень приятный, скажем так. Но сама работа великолепна. Следующая моя оформленная работа — это журавли, которые я отшивала по набору Риолис на авторской канве. Очень красивый сюжет, нежный. Вышивать было его легко. Сам процесс мне очень понравился. После отшива я не стирала канву, так как боялась, что ниточки, особенно красные, могут полинять, так как это в наборе используются нитки Анкор. А как мы знаем уже, что нитки Анкор, особенно красных цветов, имеют такую свойственность иногда краситься. Да и, в общем-то, не знала, как себя поведет эта канва авторская с нанесенным рисунком. Работа великолепная. Оформлялась также, раму я заказывала отдельно, сама оформляла. Красивая работа, я очень довольна ей. Висит у меня, занимает свое почетное место в комнате. Следующая моя оформленная работа. Вышивала я ее по набору «Чарівна мить». Работа мне нравится, но сейчас я бы не выбрала такой сюжет. Но так как это мои воспоминания, это одна из первых работ, ей более 15 лет, то она мне дорога. И я, в общем-то, не планирую ее куда-то забрасывать. Она у меня висит на стене и радует меня. Это мои воспоминания, первые мои работы. Они мне нравятся. Избавляться от них я не собираюсь. Оформляла я в багетке в эпицентре. Тогда
Первая еще багетка была в эпицентре. Красивая работа. Канва здесь, если ближе посмотреть, она такая дырчатая, но издалека работа смотрится очень гармонично. В схеме еще было отшит фон такими желтыми нитками, но я не стала, мне понравилось вот так. Цвет канвы под цвет льна очень такой симпатичный, и я не посчитала нужным отшивать уже этот желтый цвет. Меня все устроило. Стараюсь вам очень быстро все рассказать и показать, так как работ много, и чтобы не затягивать видео, стараюсь по минимуму. Следующая работа, одна тоже из первых, очень старенькая, маленькая. Такие мишутки, мишки Тедди. В свое время они мне почему-то так нравились. Вот сейчас показываю своей дочери все эти сюжеты. Ей вообще категорически не нравятся эти медведи. Не знаю почему, но вообще не нравятся. Эти мишки я вышивала, данные сюжеты с такими мишками очень много. Я их отшивала в основном на подарки, метрики своим подругам при рождении детей. Так что я уже навышивалась. В общем-то, мне уже не хочется их вышивать. Много таких работ я отшила. И на день рождения дарила. Потому что там достаточно такие симпатичные сюжеты. В общем, как открыточка. Ну, это такая осталась, как память. Там еще была подрезана. Не знаю, что на меня нашло, но, в общем-то, вырезала я канву не под размер рамки, не знаю, что это со мной такое произошло, и пришлось сделать вот паспорту, так как не хватает здесь канвы, и в общем-то и натянуть не очень получается, потому что мало канвы. Ну, в общем, есть как есть. Работа также мне нравится, как мои воспоминания. Она стоит у меня в доме. Еще одна небольшая моя работка. Этого кота я хотела вышить очень давно, еще, наверное, лет 10 назад, но как-то все не находила время. И потом попалась мне схемка в очередной раз в контактах, по-моему, или в журнале каком-то, уже не помню. И я его быстренько вышила. Вышила нитками СХС. Это первый мой опыт с нитками СХС. Один из первых. Получился такой замечательный котик. Оформила в обычную стандартную рамку, которую купила в супермаркете. И также он радует меня. До сих пор нравится он мне. Вообще мне нравятся все эти коты в этой серии. Следующая моя работка оформлена. Вышивала по авторской схеме. Не скажу, кто автор, так как отшивалась в совместнике. Визуально я помню, как выглядит значок группы, но кто автор, к сожалению, не помню. Классные такие совета получились. Брала канву Даме. Понравилась она мне по качеству очень. Там у них разные цвета канвы, но сейчас, по-моему, в общем-то, сложно приобрести, найти канву Даме. Знаю, по-моему, только один магазин, где еще осталась эта канва цветная, но по качеству она мне очень нравится. И цвета там очень классные. Вышивалась легко, ничего такого сложного в этой схеме не было. И оформилась в обычную стандартную рамку, также из супермаркета. Следующая моя оформленная работа. Был такой бум у нас
на ютубе, когда все отшивали этих девчонок, горжусь. Но мне не нравится, ничего не скажу. Хотела вышить много этих девчонок, но моей дочери они не нравятся категорически. Ей вообще не нравится, что у девочки нет лица, ну как бы, скажем так, нет носа, нет рта. Поэтому мне уже пришлось вот вышить губы. Ну и более-менее она уже тогда согласилась, что ну ладно, пусть уже стоит. Вот. Ну, моей дочери вообще такое странное отношение. Она вообще все, что вот, изображение людей, девочек там каких-то, что-то ей не очень нравится. Вот если вышивку, вот она сейчас тоже вышивает, она не выбирает такие сюжеты. Ей нравятся цветы, там звери, но людей она не хочет вышивать, ей это не нравится. Не знаю почему, но не нравится. Так что вот такая горжуся у меня одна есть, и все, на этом мы закончили с вышивкой этих девчонок. Хотя много сюжетов у меня еще есть, которые мне нравятся. Но если это не нравится моим близким, ну, в общем-то, куда мне? Я же в доме планирую оставлять свои вышивки. Хотела сделать сумку там своей Лизе, дочке, с этой девочкой, но раз ей не нравится, то ну что ж, значит так и будет, не будем эти сюжеты использовать. Не будем их вышивать. Есть много еще других сюжетов, которые могут нам понравиться всем. Эту работу я вышивала по схеме из журнала «Все о рукоделии». Также дорабатывала схему для того, чтобы попасть в раму стандартную. Мне пришлось добавить немножечко. Добавить вот с этой стороны, сверху добавляла. И вот снизу добавила эти бугорочки. И, по-моему, вот здесь также добавляла веточку. Ну, мне нравится. Я вообще люблю все эти нежные такие детские сюжеты. Мне они очень нравятся. Люблю все сюжеты с животными, с птицами, природу люблю. Все мне это очень-очень нравится. И Лизе моей очень-очень понравился этот сюжет. Вышивала нитками СХС, получилось великолепно. Переходы на белочки, переходы на оленя. Вообще классно смотрится, идеально. Мне очень понравилась эта работа. Авторская схема Петунова. Это мой любимый дизайнер. Анна Петунова. Я очень люблю ее схемы. У меня их много в запасах и отшито уже несколько. Следующая моя работа. Вышивала я по схеме из журнала. Очень мне понравился сюжет. Не знаю, у меня хоть это такие детские какие-то картинки, но мне очень они понравились. Такие яркие цвета, классные. И сам сюжет мне очень понравился. Рождества. И я вышила и оформила в такую стандартную яркую красную раму. Жалко, что отражается стекло. Вот, видите все мои картины, которые висят. Снимаю на кухне, которые висят у меня. Сейчас и к ним дойдет дело, покажу вам. Работа классная. Я получала удовольствие от вышивки. И сейчас получаю удовольствие от того, что смотрю на эту работу. Следующая моя работа – это вышивка бисером. Это моя любовь, моя гордость. Я обожаю эту работу. Это самая моя любимая работа, которая вышита бисером. Бисер подбирала я сама. Это была просто схема. И там не было никаких номеров, насколько я помню, не предлагалось. Просто цвета. И бисер я уже подбирала сама. Вот в этой работе я могу сказать, что
Это самый классный подбор, который я сама сделала. Не устану себя хвалить, хотя, возможно, так и не надо делать, но эту работу я обожаю. Она классная. Оформляла, заказывала отдельно раму. И сама уже дома ее оформляла. Эти волки — это самые мои любимые волки. У меня есть волки, отшитые в кресте, сейчас я вам покажу. Но вот именно эта картина — это самая моя любимая картина. Эта работа самая первая, которая вышила бисером. Также подбором, сама подбирала. Тогда только-только начиналась вышивка бисером, то есть входила у нас, так сказать, в моду. И набирала своих оборотов. И вот такую вот даму я вышила. Я бы такой сюжет сейчас не выбрала, но тогда не было ничего. Это единственная вот схема, которую я нашла тогда в магазине. Предлагалось выбрать к ней бисер. И я вышла и подобрала рама шикарная. Тогда была еще багетка. Сейчас ее уже нет, к сожалению, в которой я заказывала рамы. Мне они очень нравятся, какие у них были рамы. И цены там были классные. Оформляла вот эту работу, по-моему, оформляли они мне, да. Да, это оформлялось в багетке. Покажу поближе. Мне очень понравился бисер, который я подобрала вот на сумку. Матовый, а ручки уже перламутровые. Также не планирую избавляться от этой работы. Нравится она мне тем, что это моя первая работа, это мои воспоминания. Следующая работа также бисерная, также одна из первых работ. Это был первый мой набор, купленный Абрис Арт на холсте. Это был ужас ужасный. В вышивке это, конечно, что-то. Я проколола себе все пальцы. В общем, после этого Абрис Арт я не покупаю. То есть вышивка на холсте мне не понравилась категорически. То есть это не мое. Это какое-то издевательство над собой. Поэтому больше я не вышиваю на холсте. Хотя, знаете, как говорится, никогда не говори никогда. Возможно, что-то еще я и буду вышивать. Но пока у меня такого желания нет. Бисер этот был уже в наборе. Ничего тут моего нет. Я не подбирала. Ну, в общем-то, и вышивать-то тут и нечего. То есть я по неопытности купила. В принципе, очень дорогой был этот набор. Но вышивать тут особо-то и нечего, как оказалось. Вот сейчас, конечно, я такое бы никогда не купила. Но, опять-таки, это моя память. Вот она висит и оформлена в прекрасную, шикарную раму. Так что так оно уже и будет висеть. Висит она у меня в коридоре. Вот эти две работы висят вместе, которые я вам до этого показывала, девушку. И вот это они висят рядом. Решила сейчас вам показать все свои бисерные работы оформленные. Сейчас бисером я не вышиваю. То есть мне больше нравится вышивать крестом. Но, возможно, какие-то мелкие работки, как от волшебной страны, я буду вышивать бисером. Возможно, еще, конечно, что-то я вышью бисером полной зашивки, но пока у меня такого желания нет. Эти работы у меня идут просто очень быстро. Я такую работу вышиваю за полмесяца, за месяц. И ну, как-то получается, что у меня тогда будет очень-очень много картин, и мне их вообще некуда будет вешать. Мне и так их уже некуда вешать, да. Сейчас у меня уже вышивка идет почти, так сказать, в стол, и оформляю уже какую-то прикладную вышивку. Вот. Да, в принципе, и дарю сейчас свои работы. Но вот это такой был этап в моей жизни.
когда у меня только родилась дочь, 2011, 12, 13, 14. Это был у нас такой бум вышивки бисером. 15-й год, это вот такой был бум вышивки бисером. Сейчас немножечко это остыла тема, но все равно есть свои любители, да, кто вышивает еще бисером. Моя мама вышивает бисером, ей нравится. Крестиком она не любит, а бисером ей очень понравилось вышивать. Но у мамы уже тоже завешены все стены. Может быть, я вам покажу. Я, в принципе, когда-то давно снимала видео о маминых работах. Но, возможно, сейчас еще раз повторю такое видео. Если будут желающие, пишите в комментариях. Эта работа также подбиралась, бисер, мной лично. Просто обычная была схема с нанесенными символами. И бисер надо было уже подбирать самому. В принципе, я довольна подбором бисера, дерева, вот горы. Ну вот море, здесь есть варианты. Мне не совсем нравится, но так оно уже будет. И я ничего менять не буду. Зелень подобрана очень классно. Вот попытаюсь вам показать поближе. Вот дерево. В дереве тоже. Мне нравится, как подобрана зелень. Ствол. Ну, а море это такое спорный такой вариант. Ну, пусть так уже и будет. Эта работа также одна из самых моих любимых, вышитая бисером. Также подбор я делала сама. Все подбирала сама. Очень мне нравится эта работа. Просто восторг. Там спорный вопрос немножечко в небе, наверное, я бы так сказала. Но все, что вот до гор, подбор мне удался. Я так считаю. Сейчас я вам покажу поближе. Использовался бисер и блестящий, и перламутровый, и прозрачный, и матовый. Вот. Вот здесь вот мне очень нравится матовый бисер в домах. Вот стены дома. Деревья я также вот использовала прозрачный, матовый. И добавляла иногда блестящий для того, чтобы придать некого шарма, так как это солнце. Вот крыши поблескивают. И вот горы тоже неплохо подобраны. Ну, небо. Вот я вставила эту полосу, такой вот белый какой-то он бисер, перламутровый. Ну, что-то не очень он мне нравится, как здесь смотрится. Но я уже ничего выпарывать, естественно, не буду. Вот. Ну, издалека работа смотрится чудесно. Я ее очень люблю. Еще одна бисерная работа. Здесь, ну, в общем-то, скорее всего, это закат. Здесь такой вот у меня спорный вопрос по небу. Но в схеме здесь было конкретно вот желтое небо. Не знаю сейчас, на что бы я поменяла, какой цвет, но что-то мне кажется, что возможно было бы неплохо, если бы цвет был какой-то другой. Но это уже дело такое. Вышито и вышито. Она уже так будет висеть. В этом подборе я также использовала матовый бисер. Мне очень нравится, как я подобрала цвета в дом. Все эти картины я покупала схемы и сама подбирала бисер. Сейчас я вам покажу поближе, а вам уже судить, насколько удачно подобран бисер. Вот в дом я подбирала бисер матовый, разных коричневых оттенков.
Свет в окне использовала и перламутровый, и прозрачный, и немножечко добавляла с прокрашенной серединкой, и блестящий. Ну, в общем, вы видите, что получилось. Крыша. Здесь также используются всевозможные серые оттенки. Вот цвет зелени неплохо подобран. Цветы. В общем, работа также мне нравится. Висит в моем доме и радует меня. Эту работу я вышивала, брала схемки из интернета. Есть такие наборы фирмы Леди. Ну, все эти схемки сейчас, их полно в интернете. И отшивалась по сезонам: зима, весна, лето и осень. Такая у меня была задумка. И оформлялась также мной в стандартную обычную раму, которую покупала в обычном супермаркете. Классные яркие такие домики. Это моя любимая Украина. Обожаю все эти сюжеты. Классные. Они такие теплые. Воспоминания из детства. Я все свое детство провела у бабушки в селе. И такие сюжеты мне очень-очень нравятся. Следующая моя оформленная работа – это авторская схема Екатерины Бесперстовой. В журнале была эта схема «Все о рукоделии». Вышивалась очень легко. Здесь очень много полукреста. Получила большое удовольствие от отшива. Классная работа. Она очень сочная, яркая. Мне она очень нравится. Оформлялась в обычную стандартную раму, также купленную в обычном супермаркете в Эпицентре. Очень такая теплая, позитивная работа. Это маленькая работка. Я вышивала по схеме, скачанной из интернета. Это схема компании Дим разработана. Очень классный сюжет, мне он очень нравится. Это такой старенький наборчик, по-моему, 90-х годов. Очень легко отшивался. Процессом очень-очень довольна. Также оформлялся в обычную стандартную раму. Классный сюжет, мне очень нравится. Все свои работы я очень-очень люблю. Мне предлагали и купить мои работы, но я очень, скажем так, жадная к своим работам. Я мало кому могу продать свою работу. Подарить, да, подарить могу тому человеку, который мне очень нравится. Именно для того человека я вышиваю. Не просто так вот подарить свою какую-то работу, а конкретно я вышиваю для того человека. Вот я вижу эту работу, что эта работа именно для этого человека. Вот в таком случае я дарю эту работу. А там, конечно, я уже не знаю, как человек относится к этому. Но, в общем-то, стараюсь я, конечно, дарить тем людям, которые хоть как-то интересуются моим творчеством, так сказать, тем, что я вышиваю. А так, в общем-то, не особо раздариваю я свои работы, только по вдохновению и по своему желанию. Маленькая такая работка, вышивалась по оригинальному набору компании Дим. Мне очень понравилось вышивать эту работу. Я очень-очень хотела вышить. Купила этот набор. Он мне тогда в то время понравился. И отшился он достаточно быстро. Ну, здесь есть бэкстич металлизированной нитью. И после стирки он у меня провис. Я уже стирала эту работу по прошествии нескольких лет. Захотелось мне ее постирать и опять переоформить.
Но вот весь провис бэкстич, придется его перешивать, но, как говорится, что-то как-то не доходят у меня руки взять это все и перешить. Не очень я люблю что-то переделывать, перешивать там. Вот, как оно уже сделано, так и сделано. Ну, наверное, так у большинства из нас. Уже если сделал, то сделал. Если сразу не переделал, то это будет длиться годами. Когда там уже дойдут руки все это сделать. Но надо. Вот еще одна такая маленькая работка. Также оформлялась в обычные стандартные рамки. Это печатный крест. Это моя вторая работа на печатный крест, наборчик от Дима. Не нравится мне, я уже говорила. Но сама уже готовая работа, конечный результат мне нравится. Но процесс, увы, меня не вдохновил. Работа такая позитивная, яркие цвета используются. Вот еще одна маленькая такая работка. Эту рыбку я вышивала по схеме из журнала «Все о рукоделии». Классная рыбка получилась. В том номере был комплект ниток к схеме. И отшилась она быстро и легко, ничего сложного. И занимает свое почетное место в коридоре. Оформилась в такую вот стандартную раму. Еще одна маленькая работка. Вышивала по набору фирмы Ласка. Оформилась в обычную стандартную рамку. Ну, в общем-то, здесь особо так и нечего рассказывать. Просто хотела попробовать наборы Ласка. И вот такая получилась работа. Классные котята, я вам уже говорила. Нравятся мне все эти сюжеты. Возможно, я сейчас неправильно скажу, но, по-моему, автор всех этих сюжетов, Маргарет Шерри, очень классные у нее сюжеты, мне они очень нравятся. И у меня много схем, которые я планирую еще отшить. Также мне очень нравится кошачий календарь. Он, конечно, займет некое время для того, чтобы его вышить весь, но мне хочется его все-таки тоже вышить. Это одна из последних оформленных работ. Вышивала я по набору китайскому J Sunday на принтованной канве. Очень мне нравится результат, классный сюжет. Мне очень нравится оформление, мне нравится все в этой работе. Это моя любимая работа. Да, они у меня все любимые, но это мне нравится очень. Здесь стекло антиблик. И, как ни странно, куплена она в обычном супермаркете. Это деревянная рама. Стоит она копейки по сравнению с тем, что в Багетке нам предлагают деревянные рамы просто по сумасшедшим ценам. И стекло здесь антиблик. Чудесное просто предложение. Я в восторге от таких предложений. И грех было не воспользоваться. Эту работу я вышивала точно. Это первая моя работа, вышитая бисером. Куплена схема была авторская Александры Токаревой. Бисер подобран четко по той схеме, которую купила. Схема стоила, на минуточку, по-моему, 300 гривен. В общем, это моя, конечно, печалька. Это ужас ужасный. Подбор бисера. Это просто кошмар. Выброшено много денег. Сейчас, конечно, с опытом, ну, в общем-то, если бы это была не первая моя работа, там вторая, третья, я бы, конечно, вовремя опомнилась и поменяла бы бисер, но опомнилась я уже на голове кота. Сейчас я вам покажу, как я там заменила бисер. Но, в общем-то, это получилось что-то такое стрёмненькое, а не кот. Сейчас я вам поближе его покажу. Вот такое получилось. И что я вам скажу, что бисер, когда я уже поменяла все местами, вот, например, на голове, вот эти места, они должны были выглядеть вот так.
должен был красный быть, прозрачный бисер. Но это, конечно, капец полный. И вот если этот бисер оранжевый, темно-оранжевый, поставить вот сюда, на эти места, где красный прозрачный, было бы просто все супер. Было бы просто все классно. А вот здесь, где красный блестящий, надо было просто поставить обычный вот этот бисер красного цвета. Это бисер серии 200, если я не ошибаюсь. И вот, если бы поменять местами, вот здесь вот в лапе ставить этот не оранжевый цвет, а красный. Вот вместо вот этого красного прозрачного нужно было поставить вот этот вот оранжевый темный. И было бы уже кое-что. Вот как на голове это смотрится уже более-менее как-то. Вот. И здесь эти красные пятна, это, конечно, жесть. И вот этот вот прозрачный бисер, он здесь вообще ни к чему. Он смотрится просто как какие-то проплешины. Ну, я подбором просто... Ну, я в шоке от этого подбора, скажем так. Я многие работы Александры Токаревой видела. Неплохие подборы, но конкретно этого не было нигде в отшиве. Ни одного. Только вот недавно на выставке я увидела отшитого этого кота. И это тоже тот же вариант, который у меня. Ужас ужасный. Вот так это все выглядело, только голова. Я здесь уже переделывала, голова выглядела вот с этими красными пятнами. Ну, в общем, эта работа у меня лежит, она долго висела у меня на стене, там дочка довольна, ей нравится этот кот. Но, в общем, теперь я его спрятала, он у меня в шкафу, и поедет он, скорее всего, на дачу. Так что вот такие бывают авторские подборы. Но сейчас, наверное, уже этого меньше. Но тогда это только начиналось. И, собственно говоря, это не дешевое было удовольствие. Схема, сама схема очень дорогая. Плюс бисер. Бисера здесь очень много. Он такой тяжелый, этот кот получился. Так что будьте осторожны, когда покупаете что-то авторское. Да, смотрите на отшивы. Особенно если это бисер, то необходимо, конечно же, посмотреть на отшив. А сейчас попробую вам показать, уже не снимая со стен на кухне. У меня висят работы. Это работа РТО, если я не ошибаюсь. Нет, это панна. Точно, это панна. Давно я вышивала этот наборчик. Оформлялась, раму заказывала, паспорту заказывала и сама оформляла. Это работка, это риолис, пироженки. Также заказывала раму, паспорту. Рама такая же, как я показывала вам уже. Щенок от Дима Апчхи, по-моему, так называется, далматинец. Одинаковые там рамы. И паспорту заказывала. Это на базаре на Петровке. Есть такой у нас базар. Вот там в свое время я заказывала и рамы, и паспорту. Но сейчас там я уже не заказываю. Дальше. Это работка вышита бисером. Маричка, по схеме Марички. Оформлялась в багетной мастерской. Оформлено плохо. Вот после этого я перестала оформлять свои работы в багетках. Хочу эту работу отвезти на дачу, а сюда повесить какой-то новый дизайн. Но пока еще не выбрала, какой буду отшивать.
но хочу его заменить. Еще одна оформленная работа вышита по набору Дим оригинальному. Оформлена в багетке. Всем известный уже сюжет. Это вот последняя моя такая работка, которая висит на кухне. У меня уже разрядился фотоаппарат, поэтому показываю сейчас с руки, так как заряжаю. Ну и сейчас попробую показать оставшиеся. Я даже и не думала, что у меня осталось дома так много оформленных картин. Думала, что половину уже раздарила, да и вообще даже не представляла, что у меня их более 40. Следующая оформленная работа такая небольшого формата. Этот наборчик я покупала очень давно. Набор называется «Сделано с любовью. Русский фаворит», если я не ошибаюсь. И отшился вот такой чудесный кот с валерьянкой. Оформился классно. Это в той же багетке, в которой я оформляла, вот вам показывала большинство из своих картин, но ее уже нет. Поэтому такой багет мне уже не светит, так сказать. Ну, классный там был выбор. И вот еще одна такая же работка. Также там я заказывала багет. И, по-моему, если не ошибаюсь, они же мне и оформляли вот эти две работы. Но это я уже не помню, честно. Этот наборчик, по-моему, РТО по набору я вышивала. Но сейчас уже не вспомню, честно. Набор попросила меня моя дочка вышить. Вот такой вот ей понравился. Он такой показался ей милый, этот щенок, и несчастный. Вот. И ей он очень понравился. Я его вышила, и вот он висит у нас. И дочке моей он очень-очень нравится. Еще одна прекрасная работа. Вышивала по набору «Чаримно мыть». Оформляла в моей любимой багетке, которой сейчас уже, к сожалению, нет. Классный там выбор, не устаю хвалить. Оформляли они плохо, но выбор багета был прекрасный. Ну и цены тогда были классные. Оформление мне это очень нравится. Рама классная, цвет паспорту, все гармонично в этой работе. Мне она очень нравится, несмотря на то, что набор этот очень дешевый, простой, но смотрится он великолепно. Это моя также любимая работа. Вышивала по китайскому набору Joy Sunday. Постараюсь, если понахожу и в общем-то, время найду, оставить все ссылки на какие-то работы, которые вы видели в этом видео в инфобоксе, но не обещаю, что на все. Этот набор я показывала, как я его вышивала, как смывала с принта принт с канвы. Ну, в общем, посмотрите, кому интересно. Классная работа, мне она нравится, обожаю ее. И очень мне нравится оформление, какое я подобрала. Подбирала в эпицентре. Оформляла я сама, заказывала раму и паспорту. Это мой любимый кот, классный. Я вообще люблю кошек, и вышивать их люблю, и вообще, в принципе, это мои любимые животные. У меня всегда были кошки. Собак тоже люблю, но собак у меня никогда не было. Всегда хотела, но никогда мне их не разрешали заводить. А сейчас, в общем-то, и я уже их не завожу, так как у нас маленькие квартиры, и пока собаке места нет, к сожалению. Еще одна прекрасная работа, которую я вышила по авторской схеме Юлианы До. В инстаграме проводился совместник, и я туда попала, получила бесплатную схему. Как-то у меня все так получилось. Случайно зашла в инстаграм, и как-то вот так все сложилось. И вышила такую чудесную работу. Оформила, опять-таки, стандартную раму, которую покупала в эпицентре. Работа классная. Конечно, ее легче было бы вышивать на равномерке, но я вышивала на канве с люрексом. Ну, так как вот здесь вот маленькие все эти ягодки, они вышиваются аппетитом. Ну, в общем-то,
я тоже никаких особых таких сложностей не ощутила при отшиве, поэтому работа любимая, работа нравится и занимает свое почетное место на стене. Еще одна прекрасная работа по авторской схеме Александры Замориной. Классная работа. Мне она понравилась, вышивалась легко. Никаких трудностей я не испытывала в отшиве. Вышивала на конве с люрексом. Классная работа. Доставила мне огромное удовольствие. Оформлялась в обычную рамку, опять-таки стандартную, из супермаркета. Классная получилась работа. Эта работа вышивалась также по авторской схеме. Авторская схема Екатерины Бесперстовой. Мне она очень понравилась. Это елка. Она такая праздничная, в национальном стиле украинском. Понравилось мне все. Здесь и чесночок, и сало, и рюмочка, и сама елочка, огурчики, помидорчики, перчик. Такая необычная, нестандартная елочка. Праздничная, скажем так. Мне нравится здесь все. Вышивалась очень легко. Здесь много полукреста. Так что отшив у меня занял минимальное количество времени и максимальное удовольствие получила от этой работы. Спасибо Екатерине за такие классные схемы. Эту работу я вышивала по схеме из журнала «Вышиваю крестиком». Дизайнер схемы Мария Диас. Очень мне понравился этот сюжет. Я постараюсь все ссылки, все, наверное, у меня не получится. Я, наверное, сделаю одну ссылку на плейлист, где все мои готовые работы. Вам так будет удобно. Кто захочет, зайдет и посмотрит. Возможно, в самом конце видео я сделаю конечную заставку, где вы по ссылочке сможете зайти в этот альбом со всеми готовыми моими работами и уже выбрать ту работу, которая вам понравилась, и более подробно о ней посмотреть видео и узнать все, что вас интересует. Работа мне это понравилась. Вышивала на обычном полотне, равномерном. Это полотно для вышивки рушников, домотканое полотно. Покупала в обычном магазине. Понравилось мне вышивать на нем как альтернатива равномерке дорогой немецкой. Так что, кого интересуют подробности, заходите. Там я, в общем-то, подробно останавливаюсь на всех этих моментах. Работу оформляла в обычную рамку, также стандартную из супермаркета. Очень гармонично смотрится эта работа в этой раме. Мне нравится в этой работе все. Это было 2 сюжета. Вот верхний сюжет, домик, и отдельно вот такой вот предлагался еще сюжетик в этом же журнале. И я увидела такую же работу. Вот так вот вышито было снизу вот этот элементик. Мне очень понравилось, и я также вышила, дополнила этим элементом. И все классно, мне все нравится. Это очень маленькая работка, оформлена также в обычную стандартную раму. Авторская схема Марии Бравко. Это моя первая схема, которую я отшила этого автора. У меня их уже много отшитых, но они оформленные прикладные вещи. Это оформилось в рамку. Классный такой енот. Стоит у меня на кухне. Симпатяга такой получился. Это также одна из моих любимых работ. Это последний из последних моих работ. Вышивала по китайскому набору J. Sunday. Копия набора Dim. Классная получилась работа. Мне она очень нравится. Оформилась в деревянную белую раму. Куплена эта рама в Эпицентре. Это очень классный такой вариант, который нам предлагают производители. Это деревянная рама. Просто белая, окрашенная. Ничего такого особенного.
И стекло здесь антиблик. Но для такой комплектации эта цена была просто мизерная. В багетках за такую раму влупили бы цену такого ого-го. Так что такой вариант у меня также есть в моем доме. Висит она у меня в ванной. И вот последняя моя работа оформленная. Это моя гордость, моя любимая работа, которую я буду дарить. Это вышивалась на подарок. Кто смотрит мои видео, знает. Эта работа вышилась по набору Риолис. Это уже набор, который не выпускается. Мне он очень понравился. Знаете, на превью совсем ты не понимаешь, что ты получишь в результате. Ты видишь обложку, и, в общем-то, тебе не очень особо нравится то, что ты видишь на обложке. Но готовый результат – это просто шикарная работа получилась. Мне она очень нравится. Мне ее не стыдно подарить. И вы знаете, мой сын, моему сыну 19 лет, он особо, ну, так равнодушен, да, к тому, что я делаю, там, вышиваю. Ну, он может там сказать, да, нравится, не нравится. Ну, он, в принципе, на все говорит, что нравится. Но он так равнодушно, в принципе, относится к этим всем вещам. В общем-то, как и все мужчины. Не все, не буду говорить, сейчас меня закидают тут помидорами. Множество, большинство мужчин относятся равнодушно к вышивке. Скажем так. И мой сын сказал, что эта работа ему очень понравилась. Это самая классная работа с мужской точки зрения, которую он видел. И она ему очень понравилась. И он оценил эту работу по достоинству. Я буду прощать. Я у него спросила, как ты думаешь, сынок, эта работа понравится мужчине, так как я буду дарить эту работу мужчине? И сказала, кому. Мой сын знает, кому я буду дарить. Да, он сказал, мама, эта работа должна ему понравиться, так как это действительно мужской такой сюжет. Он красивый, работа в красивом оформлении. Так что он меня успокоил, сказал, что да, эта работа достойна восхищения, достойна своего места в квартире на стене. Так что я со спокойной душой буду дарить этот подарок. Но я попробую вам сейчас вставить более выгодный ракурс этой картины с моего прошлого видео, если, конечно, я его еще не удалила. И вы посмотрите в более выгодном ракурсе эту картину, потому что эту картину нужно смотреть, конечно, здесь бликует стекло, а там я снимала без стекла. Вот решила еще в таком ракурсе вам, повесила на стену без стекла. Вот так смотрится работа. Не знаю уже, в общем, с какой стороны показать, чтобы рассмотреть вы могли. Но оформление мне очень нравится. Классное сочетание цвета рамы и самой работы. Цвета совпадают и на картине, и на раме. Получилось очень красиво. А с вами я буду прощаться. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Хочу вас поблагодарить за то, что вы смотрите мои видео. Хочу отдельное спасибо сказать всем тем зрителям, которые со мной всегда, постоянно, которые поддерживают меня в мои какие-то трудные моменты жизни. И всегда они, в общем-то, со мной. Я вам всем благодарна за такое внимание.
И я понимаю, что то, что я делаю не зря. Я делаю для вас, и что это кому-то нужно. Так как если есть благодарные зрители, значит мой труд не напрасен. Все, теперь точно. Всем пока-пока.